Хари Кришна всем, кто любит аккумуляторные батареи, но сегодня видео не столько о батарее, сколько о генераторе, вернее о заряде батареи, потому что регулярно, с регулярной завидностью задают один и тот же вопрос, можно ли заряжать аккумуляторные батареи, не снимая с автомобиля. Ну, потому что у людей, у меня, допустим, такого нет, а у людей бывает, если аккумулятор снимешь, то потом надо магнитолу перепрошивать, еще какая беда, в общем, калибровки сбивается. В общем, нежелательно отсоединять батарею. Ну, в принципе, батарею можно параллельно подменить меньшей емкости. Ну, скажем так, интересует людей вопрос, можно ли заряжать, не снимая с автомобиля. Я вам сразу скажу, я свою заряжаю, не снимая с автомобиля, и ничего страшного нету. Потому что люди переживают, что сгорит генератор. Так, сейчас кратенько, что такое сам генератор. Интересует нас больше вот этот выпрямительный мост. И я вам покажу слабые места и почему ваш генератор таки сгорит, если вы не досмотрите. Так, генератор, из чего он состоит? Из первичной обмотки возбуждения, которая находится на роторе. Ротор – это оська, которая вращается в подшипниках. Питание на нее подается через реле-регулятор. Реле-регулятор – это вот такая вот штука. Притом эта штука, она регулирует не только напряжение, видите, написано 14 вольт, но и еще максимальный ток, который подается на обмотку возбуждения. Там он написано 5 ампер. То есть, когда он подает, то есть ограничивает ток возбуждения, он ограничивает магнитное поле якоря. А значит и ограничивает мощность генератора, потому что опять же спрашивает, сколько генератор дает на аккумулятор максимально. Максимально около 25 ампер, больше он не даст. Потому что что? Потому что реле вот это ограничивает магнитное поле якоря, потому что больше 5 ампер на обмотку не даст. Не даст больше 5 ампер, магнитное поле напрямую зависит от силы тока, которая идет через обмотку якоря. Ограниченный ток, ограничено магнитное поле. Поэтому больше 25 ампер не даст. Это сделано для того, чтобы избежать так называемого фиктивного заряда аккумуляторной батареи. Потому что если дать большой ток, а вот этот генератор, он на 65 ампер рассчитан. Если дать 65 ампер, то аккумулятор очень быстренько поднимет напряжение, скажет, что он заряжен, но это будет фиктивный заряд, потому что по факту он не зарядится. Аккумулятор, чем меньше ток, тем больше глубина его заряда. Чем больше ток, тем меньше глубина его заряда. То же самое при разряде. Так, идем. С ротором понятно, запитка идет, я не сказал, через реле. У реле есть два контакта. Вот один контакт, с другой стороны второй контакт и масса. Масса понятная. Через вот этот контакт запитывается обмотка якоря от аккумулятора через лампочку на панели приборов или резистор, который там есть. А вот есть еще боковой контакт. Это контакт на самовозбуждение, потому что генератор у нас переменного тока самовозбуждающийся. То есть для того, чтобы запустить генератор, чтобы началась генерация тока, надо подать ток на эту клемку, возбудить, то есть намагнитить обмотку якоря, а дальше он будет сам себя намагничивать. То есть в дальнейшем сюда уже ток подавать не надо. У нас при этом лампочка на приборке гаснет. Когда зажигание включили, загорается лампочка красная, сигнализирует о том, что у нас разряжается аккумулятор. Как только генератор заработал, лампочка тухнет. Так вот, она тухнет, потому что на эту клемму перестает подаваться от нее ток. Вернее, ток подается, но там идет встречный ток, получается плюс, и если плюс и плюс, то ток никуда не идет. В общем, эта цепь обрывается, а самовозбуждение идет уже через сам генератор. То есть он сам себя возбуждает. Для того, чтобы сам себя возбудить, такой он возбудительный, можно по генератору Камасутру писать. Тут есть 3 диода самовозбуждения, маленьких черненьких. Вот они отвечают за самовозбуждение. То есть они питаются от основных диодов, и через эти маленькие черные диодики идет ток на вот этот белый проводочек. А клемма с этого проводочка выходит, соответственно, на обратную сторону реле-регулятора, вот на этот боковой контакт. То есть через схему реле-регулятора, через графитовые контактные щетки, через контактные кольца ток идет на обмотку возбуждения ротора. Так, еще у нас есть статор. Там есть ротор с обмоткой, а есть еще статор. В статоре 3 обмотки смещены. Вот в них и коммутируется наш ток, который дает генератор. 3 обмотки. На 0 они соединены на звезду, а их края, то есть другие концы, выходят вот сюда. Вот одна обмоточка, вторая обмоточка и третья обмоточка.
Выходят они своими концами на вот этот выпрямительный диодный мост. Тут еще есть пустое место, где должна быть еще одна обмоточка. И на каждую обмоточку, так как ток выпрямляется, нужно 2 диода. Вот у нас должно быть как минимум 6 диодов, по 2 штуку на каждую обмоточку. А у нас их тут 8. И многие считают, что 2 это просто запасные. Нет, не запасные. Тут есть еще место для одной обмотки. Ну, не для обмотки, а для того, чтобы вывести 0 сюда. Когда сюда вывести 0, подключить к этим выпрямительным диодам, то мощность генератора возрастает. То есть эти 2 лишних диода выпрямительных нужно для того, чтобы повысить мощность генератора. Такая вот штука. Ну и понятное дело, раз у нас генератор переменного тока, то ток меняет свою полярность постоянно. Туда-сюда, туда-сюда. А аккумулятор у нас этого не приемлет. Ему надо постоянно ток в одной полярности. Поэтому, чтобы ток выпрямить, существует у нас диодный мост. Как я сказал, тут стоят силовые диоды, кремниевые. Могут быть стабилитроны. Ну, в старых генераторах обычно это кремний стоит. Вот в новых стабилитроны. И они, понятное дело, выпрямляют ток. При этом они довольно сильно греются, поэтому они впрессованы в холодильник, то есть в охлаждающие пластины. Массивные такие алюминиевые. Их 2 штуки. Почему 2? Потому что один диод одной полярности, второй диод обратной полярности. То есть они не одинаковые. Половина таких, половина таких. Соответственно, одной полярности запрессованы в одну подкову, то есть охладительную пластину, другой полярности запрессованы в другую подкову. Между собой они не контачат. Вот этот болт центральный, это как раз болт, к которому подключается провод, который идет напрямую, без всяких предохранителей, он довольно толстый, на аккумулятор. Массивный такой провод подключается к этой клемме. Соответственно, когда у нас выключен замок зажигания, двигатель не работает, с аккумулятора, потому что никаких предохранителей нет, на эту клемму, на этот болтик, подается ток из аккумулятора напрямую. То есть вот сюда доходит ток. И если бы этот ток подавался на обмотки либо статора, либо ротора, то у нас бы обмотки были под воздействием тока, при этом они бы грелись, потому что генератор такая штука, которая довольно массивно греется, и они бы перегрелись и сгорели. Так вот, есть такая система, схема генератора создана так, что ток от этого винта, который напрямую подключается к батарее толстым проводом, больше никуда не идет. Давайте теперь убедимся, что у нас ток на обмотке генератора не пойдет. Так, запустим нашу арбу-машину шайтановую. Так, видно, она подает 14,4 вольта. Подключаем минус на массу, как и должно быть, так как и на автомобиле. Минус на массу, а плюс подключаем к клемме, к которой подключается аккумулятор. То есть делаем все то, что на автомобиле, только вместо аккумулятора у нас прибор. И видно что у нас прибор показывает нули. Никакой ток не идет. Покажу, что я вас не обманул. Вот, крокодильчик на массу, контрольку к плюсу. Видите, горит контролька. То есть ток есть. Но, как видите, через генератор никакой ток при этом не идет. Почему? Вот теперь я рассказываю, где у вас ток остановился. На самом деле ток подошел вот к этому болту. То есть плюс от аккумулятора сюда подключается. Дальше ток у нас под напряжением. Вот это вот верхняя пластина. Потому что вот этот болт, он привинчен к этой пластине. И у нас под напряжением получаются диоды. 3 штуки, которые вмонтированы в эту пластину. Вот этот диод, он уперся, то есть в него уперся ток, потому что он ток пропускает только в одну сторону. А сейчас ток подается не в ту сторону, в которую он пропускает. То есть он сейчас закрыт. Вот этот диод, вот этот, который утоплен в другую пластину, он никак не задействован, потому что он стоит на той пластине, которая не под напряжением. Под напряжением только одна пластина выпрямительного моста. И только 3 диода. Этот, где он там внизу, и вот этот. То есть те диоды, которые впрессованы в эту пластину. Только в ту, что в верхнюю. То есть задействовано только 3 диода. Только 3 диода не пускают ваш ток на обмотки генератора. Поэтому, если у вас генератор исправен, а вернее его выпрямительный мост, у вас напряжение
никогда не пойдет на обмотки. То есть ваш генератор при этом обесточен. Поэтому ваш генератор, в данном случае обмотки генератора, полностью обесточены. Видите, я поставил 14,4 вольта, и ток никуда не идет. То есть вы можете в таком темпе, в такой конфигурации заряжать свой аккумулятор сколько угодно, ваш генератор не сгорит. Притом я вам сразу скажу, если у вас какие-то неполадки с генератором, то у вас будет саморазряд аккумуляторной батареи, потому что провод от батареи постоянно подключен к этому болту, то есть к этой клемме. И вот эта пластина, она постоянно под напряжением. Работает двигатель, не работает двигатель. Постоянно вот эта пластина генератора под напряжением, как и этот болт. Сюда подается ток и на болтик, и, соответственно, на вот эту верхнюю пластинку. И если у вас пробит какой-то из этих диодов, у вас неизбежно саморазряд идет. Идет саморазряд на обмотку генератора, и тогда обмотка генератора, да, может сгореть. При этом она может сгореть, может не сгореть. Зависит от того, сколько тока пропускает вот этот диод. Потому что они считаются в рабочем состоянии, когда они ток не пропускают. Но какие-то минимальные токи они могут пропускать. При том, чтобы вы понимали, вот эти диоды кремниевые, они диагностируются на пробой при напряжении 220 вольт. То есть от бытовой розетки. И они, эти 220 вольт, кратковременно, понятное дело, должны выдерживать. Если они 220 вольт не выдерживают, то они считаются пробитыми. Так что, видите, они довольно мощные, и пробить их не так просто. Стабилитроны, они выдерживают больше 30 вольт, ну где-то до 30 вольт. То есть до 30 вольт стабилитроны тоже выдерживают. А 30 вольт при исправной бортсети автомобиля у нас никогда на автомобиле не бывает. Чтобы случился такой мощный всплеск, больше 30 вольт, чтобы у вас выгорели стабилитроны, то это надо что-то мощное подключить к автомобилю, очень мощное. Ну, допустим, вы сварочными работами занимаетесь, подключили сварку, а клемму с аккумулятора не сняли. Вот в этом случае у вас могут выгореть стабилитроны. И это касается стабилитронов, потому что вот эти кремниевые диоды, их еще попробуй убей. Если они без дефекта, без брака заводского, то это практически вечная штука. Вечная, она никогда не горит. И обязательно надо сказать, что эти кремниевые диоды, они не любят ударов. Вот, они такие довольно нежные насчет ударов. Так, вот это первая причина. У вас сгорит ваш генератор, только если у вас неисправный один из этих трех диодов. Вот если не исправен, то тогда, да, тогда обмотка идет под напряжение статора и может сгореть. Второе. От чего может сгореть ваш генератор, это вот этот конденсатор, видите? Голубенький провод идет к конденсатору. Конденсатор этот тоже практически вечная штука. Обычно он может пережечь сам автомобиль. Но если вдруг он пробился, и пробился таким способом, что он не просто разъединился и больше не заряжается, а пробился так, что он закоротил, то вот через коротыш конденсатора тоже обмотки попадают под напряжение и может генератор сгореть. Поэтому, когда работаете с генератором, всегда проверяйте вот этот конденсатор, потому что на него люди очень часто внимания не обращают. Ну, висит себе, да и висит. А на самом деле он может сжечь вам обмотки генератора, если он неисправен. Так вот, это два места, когда ваш генератор может сгореть. Притом он может сгореть не только при заряде, когда вы заряжаете аккумулятор, он может сгореть и сам по себе при работе. При этом, если у вас диоды пробиты, либо конденсатор нерабочий, пробитый, закороченный, в любом случае у вас саморазряд аккумулятора. Поэтому берете, смотрите саморазряд аккумулятора. Если большой, ищите причину. И находите, что у вас он разряжается на генератор. И тогда что? Генератор, конечно, в ремонт. И еще один вопрос. А как же вот эта клемма, которой запитывается генератор от аккумулятора? То есть первичная обмотка якоря. Дело в том, что на эту клемму напряжение подается через ключ зажигания, то есть через замок зажигания. Если замок зажигания у вас выключен, то здесь тока не будет, потому что замок зажигания – это выключатель. Вы выключили питание от аккумулятора через лампочку на приборе, либо через резистор на эту клемму. Когда вы заряжаете аккумулятор при выключенном зажигании, сюда напряжение не идет. Поэтому опасаться нечего, ничего у вас не сгорит. Давайте подцепим контрольку на плюс. Вот, и посмотрим. Видите, верхняя пластина, контролька не горит. Почему не горит? Потому что на этой контрольке плюс. А так как мы плюс подаем на плюс, то у нас ничего не горит. Надо, чтобы плюс на минус.
Когда прикоснемся ко второй пластинке, контролька горит, потому что тут у нас минус. На первой плюс, она под напряжением, а вторая минус. Контролька горит. Корпус генератора тоже, видите, горит. Минус, потому что к нему минусовая клемма подключена. Если будем к обмоткам генератора дотрагиваться, тоже минус. Если будем притрагиваться к ключам, тоже, видите, минус. То есть этот конец выпрямительного диода подключен к минусу, а корпус его впрессован в первую пластину, и там плюс. Если будем притрагиваться к диоду другой полярности, то на одном конце у него минус, впрессован он во вторую пластину, там тоже минус. Видите, у него другая совершенно полярность. Но когда генератор не работает, то он в этой схеме не задействован, потому что задействованы только вот эти 3 диода, которые впрессованы в верхнюю пластину. Они ток от аккумулятора не пропускают. Вот такие вот дела. Если будем притрагиваться к диодам возбуждения, то там тоже везде у нас будет минус. Что здесь, что здесь. То есть все эти элементы, к которым я сейчас контролькой притрагиваюсь, и там загорается лампочка, они никак не связаны вот с этим болтиком, на который подается плюс. Потому что если связан, то контролька не горит. Вот как пластинка, она под напряжением положительным, на нее приходит положительный потенциал, и мы даем положительный потенциал, то контролечка у нас не горит. То есть, как видим, если у вас генератор исправен, а именно диоды первой пластины, конденсатор, ну и, понятное дело, само реле-регулятор не пробито, то ничего вашему генератору не грозит. Если он исправен, можете себе смело заряжать аккумулятор, не снимая с автомобиля, ничего ему не станется. При этом все другие системы, как правило, обесточены. Так, сейчас там начнут спрашивать, а если я дам вот 16 вольт на аккумулятор при заряде и не снимая его с автомобиля, выгорят системы или не выгорят? Я сказал, что вот эти кремниевые диоды, они выдерживают 220 вольт, а вообще все системы, все электроэлементы автомобиля, всех электрических систем, они могут безболезненно, согласно тех стандартов, которые существуют, которым они должны производиться, если они качественные без брака, они безболезненно могут выдерживать 18 вольт длительное время, то есть все время 18 вольт. Напряжение 24-28 вольт они могут выдерживать кратковременно. Не все время, а кратковременно, но все равно выдерживают. То есть, если у вас идет всплеск какой-то в бортовой сети автомобиля, они это тоже выдерживают. А 18 вольт выдерживает безболезненно. А аккумулятор вы заряжаете максимально 16 вольт. Поэтому ничего вашим электроэлементам не станется. Выживут, не переживайте. Я у себя 16 вольт заряжаю, ничего страшного нет. Да, если деталька некачественная, с браком, ну тогда будут проблемы. Ну тогда с ней все равно будут проблемы в любом случае. А если детальки хорошие, хорошего качества, ничего с ними не случится. Такие вот дела. Но сегодня такое видео. Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось, все равно лайк, потому что я очень жаден. И не переживайте, можете заряжать, не снимая аккумулятор с автомобиля, не отсоединяя клемм, ничего ему не станется.